Всем привет! Давно не виделись. Я был в отпуске. Я ездил в Китай. И сегодня я буду рассказывать про это. Итак, что мы сегодня делаем? Сегодня, наверное, будет intermediate видео. Я буду рассказывать про то, что мне понравилось и не понравилось в Китае. Как я сказал, я ездил в отпуск в Китай, и я был там 3 недели. За эти 3 недели я многое увидел, многое понял и очень многое не понял. И сегодня я приготовил 10 пунктов, я так понимаю, 5 плюсов и 5 минусов. То есть я буду рассказывать о том, что лично мне понравилось и что лично мне не понравилось в Китае. Я еще раз хочу повторить, что это мое личное субъективное мнение. Сегодня я вам буду рассказывать про свои собственные иллюзии. Если вы не согласитесь с чем-то, это ваше право, потому что я в этой жизни мало что понимаю. Итак, давайте начинать. Не хочу начинать с негативных вещей. Я думаю, что будет хорошо начать с чего-то позитивного. Поэтому первый пункт, он положительный, позитивный. И первый пункт, то, что мне понравилось в Китае, это уважение к культуре и к традициям. Знаете, я бы сказал так. В России и, наверное, во многих других странах какие-то старые традиции и культурные элементы – это маленькая ниша для людей, которые интересуются этой нишей. То есть, например, традиционная одежда, традиционная архитектура, может быть, традиционная музыка. Это какая-то сфера для любителей этой сферы. Но в обычной жизни мы это не так часто видим. В Китае абсолютно противоположная ситуация. Я бы сказал, что все китайское общество, вся жизнь в Китае стоит на большом заметном фундаменте традиций и культуры. То есть, например, вот если я надену какой-нибудь традиционный славянский костюм и пойду гулять в центр Санкт-Петербурга, может быть, кому-то это понравится 100%, но также 100% многие люди будут показывать на меня пальцем и странно на меня смотреть. Мол, сейчас 2026 год, и какой-то парень ходит в старом традиционном славянском костюме. То есть я уверен, что в России для многих людей это показалось бы чем-то странным, и кто-нибудь даже посмеялся бы надо мной. То есть кому-нибудь это показалось бы не только странным, но и даже смешным и нелепым. В Китае, как я сказал, абсолютно противоположная ситуация. Вы можете идти по улице и видеть молодых и немолодых людей в старых традиционных костюмах, нарядах, и все относятся к этому абсолютно спокойно и абсолютно нормально. То есть это абсолютно обычная и типичная часть жизни, и там это норма. И мне это очень понравилось. Также это видно по архитектуре. То есть в России,
Наверное, это связано с историей, но все-таки достаточно мало зданий зданий, домов, где есть какие-то традиционные архитектурные элементы. Достаточно мало зданий, где можно увидеть какой-то традиционный русский орнамент. Может быть, нет, может быть, я просто ничего не понимаю в русской архитектуре, но мне кажется, что этого мало. А в Китае ты видишь это на каждой улице. На каждой улице ты увидишь, что везде присутствует как минимум небольшой элемент какой-то традиционной архитектуры. И, не знаю, просто круто, когда люди уважают, ценят свою культуру, свои традиции, и когда они не смеются над этим и не стесняются этого. Окей. Пункт номер 2. Следующий пункт негативный. То, что мне не понравилось. Китайцы показались мне достаточно грязными людьми. Было много ситуаций, когда я чувствовал себя физически некомфортно. Например, в России можно увидеть людей, которые плюются на улице. Это неприлично, это некрасиво, но некоторые люди это делают. Даже я, но даже я могу иногда это сделать. Но я стараюсь делать это аккуратно. Я стараюсь делать это в моменты, когда на улице, когда рядом со мной мало людей, я делаю это тихо. То есть я просто иду и аккуратно плююсь. Типа. А в Китае люди плюются очень-очень публично, очень открыто, очень экспрессивно и со всеми деталями и со всеми подробностями. Я сейчас покажу вам, это будет немного странно, но все равно. То есть, например, в Китае абсолютная норма, когда вы едете в такси, и в какой-то момент таксист открывает окно и делает так. В Китае делать так, как я сейчас показала, это абсолютная норма. И неважно, где вы находитесь, неважно, кто идет рядом, девушки, бабушки, мужчины, дедушки, дети. Такая у них, не знаю, физиологическая культура. И лично мне это очень сильно не понравилось. Но также китайцы, как мне показалось, обладают достаточно грязным поведением. Например, в этой стране абсолютная норма идти по улице и бросить мусор прямо на асфальт, на дорогу. Например, ты можешь спокойно покурить и бросить сигарету на асфальт, можешь открыть, не знаю, шоколадку и бросить упаковку на дорогу. И для людей это абсолютно нормально в той стране. Но должен сказать, что при этом там достаточно чисто. Об этом я скажу в следующем пункте. То есть люди там довольно грязные, но страна достаточно чистая. И также мне было достаточно неприятно смотреть на то, как люди едят. Например, с одной стороны мне было неприятно, с другой стороны мне это немного нравилось, потому что это очень удобно. Но как-то культурно я к этому не привык.
То есть в Китае абсолютная норма, когда ты ешь, и ты ведешь себя очень грязно. Ты кладешь еду прямо на стол. Не в тарелку, а на стол. В Китае абсолютная норма, когда люди едят на улице, они едят еду и кидают мусор прямо на пол. Потом, конечно, все это убирают, но в процессе это выглядит достаточно грязно и, скажем так, неэстетично. Вот, как-то так. Давайте переходить к следующему пункту. Видео, наверное, будет довольно большое. Третье. Положительный, позитивный момент, что мне понравилось. Китай – это очень высоко организованное и дисциплинированное общество. Как я сказал, мне показалось, что там живут достаточно грязные люди, но в то же время на улицах достаточно чисто, потому что их очень эффективно и быстро убирают. Конечно, вы можете увидеть какой-то мусор, но в целом жить там и как бы смотреть на то, что происходит, достаточно комфортно и приятно. Вот. Мне понравилось, что люди в Китае много работают быстро и эффективно. Мы, не знаю, кто мы, давайте я скажу, люди, которые говорят на индоевропейских языках, может быть и другие какие-то люди. В общем, многие люди на этой планете сегодня не хотят много работать. Мы думаем о том, как работать 4 часа в день, а в свободное время заниматься какими-нибудь интересными вещами. Гулять, сочинять музыку, читать литературу, проводить время с семьей. И, может быть, это хорошо, я не знаю. Но в то время, как мы думаем об этом, китайцы работают 6 дней в неделю, 9 часов в день. И пока мы громко говорим о себе и думаем, что белые люди – это главные люди на планете, китайцы тихо и незаметно стали лидирующей страной, лидирующей экономикой, может быть, даже лидирующей силой, военной силой. Это не так сильно чувствуется, когда ты находишься в своей стране, но когда ты приезжаешь туда, ты в этом не сомневаешься. На сегодняшний день это самая развитая, самая прогрессивная и самая высокотехнологичная и высокоорганизованная страна, которую я видел. А я видел разные страны на этой планете. Если вы с этим не согласны, я предлагаю вам съездить в Китай и убедиться в этом. Когда я увидел все это своими глазами, я понял, что я живу в деревне. Хотя я очень люблю свою страну, и мне нравится здесь жить. Окей. Дальше. Пункт номер 4. Что мне не понравилось? Мне не понравился китайский культ денег. Я не понимаю, как это происходит. Да, я просто не понимаю это. Я просто не могу это понять по своей ментальности. Может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, что в Китае любовь и деньги могут существовать только вместе. Так же, как и дружба и деньги. То есть мне показалось, что любовные и финансовые отношения в Китае
не могут жить как бы изолированно. И также с друзьями. Для меня это странно, и мне это не нравится. То есть мне кажется, что для многих людей в моей стране ситуация абсолютно полярная, противоположная. То есть я знаю, что в России есть много людей, которые верят в настоящую дружбу, в настоящую любовь, и для которых финансы – это важный, но не главный аспект в отношениях с людьми. А в Китае мне показалось, что в Китае финансы – это, не знаю, как будто вся жизнь в Китае про финансы. Любовь, семья, друзья – все как-то связано с деньгами, и вся культура строится вокруг финансовых отношений. Для меня это как-то слишком материально, слишком прагматично, и я просто это не могу понять и почувствовать. Я говорил об этом с некоторыми китайцами. В один момент я оказался в литературном клубе, и во второй раз, когда я туда пошел, я поговорил с некоторыми китайцами, которые хорошо говорили по-английски и которые думали и говорили достаточно открыто и свободно. И когда я рассказал им про свой взгляд на отношения между друзьями, между мужчинами и женщинами, они сказали, что я слишком романтичный человек. Я почувствовал, что на меня смотрят как на наивного романтика. Окей. Следующий пункт, что мне понравилось. Пункт номер 5. В Китае более либеральная и свободная атмосфера, чем я думал. Несмотря на то, что Россия и Китай – это политические союзники, несмотря на то, что Россия и Китай – это политические друзья или приятели, в России, мне кажется, у многих людей достаточно американизированное представление о Китае. Когда я ехал туда, я думал, что я увижу больше какой-то коммунистической и авторитарной ауры в обществе. А все оказалось не так. По факту я увидел, не знаю, достаточно свободную, достаточно открытую и, может быть, даже либеральную жизнь. То есть, конечно, там были какие-то, может быть, маленькие авторитарные элементы, где ты чувствуешь, что государство участвует в жизни людей, но если мы говорим про обычную жизнь, то я заметил только какие-то маленькие элементы. Вот. Конечно, я был только туристом, я не знаю, как люди там себя чувствуют, но я думал, что даже визуально я сильнее почувствую вот этот вайб закрытой коммунистической изолированности, если так можно сказать, и вайб какого-то авторитарного общества. Все оказалось гораздо красочнее и ярче, чем я представлял. Окей. Следующий пункт, что мне очень-очень сильно не понравилось. Мне очень сильно не понравилось, как китайцы относятся к собакам. Как я понял, китайцы очень любят котов, но собаки для китайцев, для многих китайцев, конечно, не для всех,
но для многих людей собаки – это не друзья. Собаки – это какая-то декорация, у которой нет никакой ценности. То есть в Китае абсолютно нормально увидеть человека, который бьет свою собаку и относится к собаке как к неживому существу, а просто как к какому-то инструменту, который он использует для своей жизни. Мне это очень не понравилось. Я думаю, что русские люди любят собак. Для русских людей собаки – это друзья и помощники. И мне было неприятно смотреть на это. Мне было неприятно и больно видеть, как некоторые люди в той стране воспитывают и относятся к своим собакам. Вообще, я считаю, что о человеке можно очень много сказать в зависимости от того, как он относится к животным. Хорошо. Следующий пункт. Что мне понравилось? Это очень субъективный и очень личный пункт. Я думаю, что для многих из вас он был бы достаточно нейтральным. Мне понравилось, что я увидел много знакомой коммунистической архитектуры. С одной стороны, Китай абсолютно не похож на Россию. На самом деле, я бы сказал, что Китай выглядит как Нью-Йорк и Москва, которые стоят на каком-то традиционном восточно-азиатском фундаменте. Но если сравнивать Китай и Россию, только Китай и только Россию, конечно, это две очень непохожие страны. И абсолютно не похожие друг на друга культуры. Но при этом всем, несмотря на то, что мы абсолютно разные, в некоторых местах я чувствовал себя очень комфортно, очень знакомо и очень понятно. Потому что в Китае, как и в России, много похожей коммунистической архитектуры, много старых панельных домов, которые выглядят почти одинаково. И иногда у меня были моменты, когда я шел по китайской улице и чувствовал себя в какой-то альтернативной Москве. И не знаю, просто это очень интересный и приятный эффект. Хорошо. Следующий пункт номер 8, что мне не понравилось в Китае. С одной стороны, это забавно, с одной стороны, это интересно, но мне показалось это достаточно некомфортным. Стиль вождения. Вообще, ситуация на дорогах. Не хочу никого обидеть, не хочу говорить ничего плохого, но мне показалось, что китайцы водят машины как варвары и как дикие люди. То есть мне показалось, что там вообще не существует никакого дорожного этикета, никакой, так скажем, культуры общения на дорогах. На китайских дорогах происходит полный хаос. Если ты сильный и агрессивный, ты едешь. Если ты слабый и ты боишься делать то, что ты хочешь, ты стоишь на месте. В Китае абсолютно не уважают пешеходов. Пешеход – это человек, который идет пешком в контексте городского транспорта. То есть в Китае абсолютно нет никакого уважения к людям, которые ходят пешком по улице. И если ты не умеешь проявлять инициативу,
Если ты не умеешь быть наглым и агрессивным, ты можешь стоять очень долго и стоять ждать, когда какой-нибудь хороший человек даст тебе дорогу, но обычно там такого не происходит. В принципе, мне было нормально, потому что, я почувствовал себя более-менее неплохо в этой ситуации. Но все равно это гораздо более стрессово и гораздо более, не знаю, как сказать, как-то хаотично и напряженно, чем, например, в нашей стране. Вот. Следующее. Пункт номер 9. Положительный, позитивный пункт, который мне очень-очень-очень сильно понравился. Пункт называется «Безопасность». Китай – это супер безопасная страна, где можно чувствовать себя очень спокойно, потому что ты идешь по улице и знаешь, что с тобой не произойдет ничего плохого. Ты смотришь на полицейских и видишь хороших людей, ты смотришь на, пьяных мужчин и знаешь, что с вероятностью 99% у вас не будет проблем. Должен сказать, что Россия, по-моему, достаточно безопасная страна, если говорить не про политическую реальность, а про обычную социальную жизнь на улице. То есть, по факту, в моей жизни был только один раз, когда я реально шел по улице, и в результате меня побили. Но обычно такого никогда не происходит. То есть я чувствую себя в Санкт-Петербурге, да и в других городах достаточно комфортно и безопасно. Но все равно, когда я иду по Русской улице, я чувствую какое-то внутреннее напряжение. То есть я чувствую, что я должен следить за тем, что происходит. Если я вижу человека, я как-то быстро анализирую этого человека. Я пытаюсь понять, он потенциально опасный или не опасный. Я как-то смотрю на то, что происходит, и я в режиме готовности. То есть я, если что, готов убежать или, не дай бог, драться. То есть, не знаю, в России я сильнее чувствую этот элемент. А когда я приехал в Китай, я расслабился на 100%. То есть я ходил где хотел, когда хотел и прекрасно знал, что у меня не будет никаких проблем, если я буду вести себя нормально. Вот. И да, это правда, что в Китае очень-очень-очень много камер. Я не знаю, как чувствуют себя люди, китайцы, в связи с этим. Мне показалось, что им достаточно комфортно. Мне, как туристу, было очень комфортно. Я не чувствовал никакого контроля, я не чувствовал никакого давления. Я чувствовал только то, что я нахожусь в безопасности, и если со мной что-нибудь произойдет, то люди смогут быстро найти меня и, может быть, даже помочь мне. Хотя должен сказать, что китайцы не очень любят и не очень хотят помогать туристам. Я не знаю, как они относятся друг к другу, но если вы турист в Китае, не все люди захотят помогать вам. Хорошо. Следующий пункт, последний пункт, я уже говорю
больше, чем 30 минут, поэтому надо заканчивать. Последний пункт и положительный, и отрицательный. Последний пункт называется курение. Я сейчас не курю. Я сейчас не курю в последнее время в своей жизни. Я уже относительно долго не курю, но если говорить честно, то табак навсегда в моем сердце. Я люблю курить, я очень люблю процесс, я даже как ребенок вижу в этом какую-то эстетику, но я плохо себя чувствую, если курю, поэтому мое отношение к курению такое. Вот такое. И в Китае я тоже чувствовал вот эти эмоциональные качели. С одной стороны, мне очень нравилось, что есть возможность прийти в ресторан, сесть, взять себе, не знаю, кофе, пиво, коктейль, что хочешь, если есть деньги, конечно. Взять себе какой-нибудь напиток и закурить сигарету. Рядом сидят люди, рядом ходят дети, и никто на тебя не смотрит, потому что это абсолютная норма. Если вы курите, вам может понравиться этот аспект в Китае. То есть, если вы понимаете эстетику и, не знаю, эстетику и приятный аспект курительного процесса, то в Китае можно почувствовать себя прикольно, хорошо и комфортно. Но если вы не курите, если вам не нравится запах сигарет, в Китае вы будете страдать. И даже я немного страдал от этого, просто потому что в России я к этому не привык. В России сейчас не супер строго, но достаточно строго работают законы о курении. Ты абсолютно никак не можешь курить сигареты в ресторане, в баре, ни в каких помещениях, ни в каких местах ты не можешь это делать. Только на улице. На улице тоже. Если это публичное место, ты не можешь курить сигареты. То есть, если ты будешь стоять и курить рядом с метро, то есть шанс, что придет полиция и тебе выпишут штраф, и потом тебе нужно будет оплатить этот штраф. То есть культура курения в России есть, она большая, но не на каждом шагу, не в каждом углу этой страны. А в Китае люди курят везде. Вообще везде. Даже вообще везде. То есть в Китае абсолютно нормально, когда вы заходите в общественный туалет, то есть публичный туалет, там стоят люди, делают, занимаются своими физиологическими процессами и курят сигареты. В ресторанах, в барах, на вокзалах, в отелях люди курят, даже если по закону это нельзя делать. И что самое интересное, все остальные люди очень толерантно к этому относятся. То есть там курение – это норма, и вообще культура курения в Китае очень большая, в ней достаточно много символизма, у нее есть, как я понял, определенная история. И вот, если любите курить, можете ехать в Китай, хотя китайские сигареты мне не понравились. Они такие же неприятные и противные, как и русские сигареты. Да, я попробовал, мне было очень интересно. Итак, это все.
надо заканчивать. Я говорю уже почти 40 минут. Я желаю вам хорошего дня. Я желаю вам хорошего отдыха и отпуска, если вы его планируете. И желаю вам хороших путешествий, если вы планируете путешествовать. Увидимся в следующем видео. Не знаю, когда я его сделаю, но постараюсь скоро. Потому что я приехал и нужно работать. Если захотите, пишите комментарии. Если не захотите, можете не писать. Все, увидимся. Пока.